Вот такой вот ритм должен быть. И по сути я похудел по Apple Watch. Делать то, что я скажу. Адреналин, серотонин, дофамин, кортизол. Ускоряет метаболизм. Этот ролик для людей, которые хотят изменить себя. Можно даже сказать, изменить свою жизнь. Я не профессионал, да, я просто лишь говорю, что я делаю, и по своему опыту, как я похудел на 34 килограмма. То есть я весил 116 и похудел по максимуму до 82. Представляете? Я хочу здесь рассказать о том, как я тренируюсь, и вы скинете то, что нажрали лишнего. Я даю информацию, которую вам нужно услышать. Ну что, а теперь на спортик. Ребята, но в похудении, как вы понимаете, самое важное — это активность. Можно бегать, можно прыгать, но лучше всего ходить в зал и делать то, что я скажу. Это самый эффективный способ. Я дам вам несколько лайфхаков, как за короткий промежуток времени реально скинуть лишнее. Погнали! Ты прям так будешь заниматься? Да. Вот в этих штанах? Да. Обязательно пейте водичку перед тем, как будете заниматься спортом. Каждую тренировку я начинаю с разминки. Это очень важно, да? Что такое разминка? Я разминаю плечевой сустав, вот это предплечье и там чуть-чуть спины, чуть-чуть грудных мышц, да? То есть разминаю, чтобы вот пошло кровообращение. Да, вообще это каждое утро нужно делать. Пить воду, стакан 2 с утра и делать разминку — это вообще база автоматическая. Это как почистить зубы. С утра я не завтракаю, но когда проснулся, выпиваю 2 стакана воды больших. Можно с лимоном, можно с имбирем. Я просто вот воды выпил 2 стакана. Дальше что я делаю? Пью мате, ярба-мате. Мне тоже сделай. Что такое ярба-мате? Натуральный продукт, национальный напиток в Аргентине, в Парагвае, в Уругвае. Там содержится 300 микроэлементов, минералы, витамины, там полный набор. С утра он реально разгоняет очень сильный метаболизм. Если вы прочищаетесь и хотите похудеть, то это очень важный момент. Заливается мата, как правило, водой 60 градусов 70, чтобы не обжигаться. То есть, если вы вскипятили чайник, вы можете как бы залить его, да, немного горячего, а потом разбавить холодным. Но если мата заливать 100 градусами, там выделяются токсины. Это плохо. И плюс, ну, нереально будет пить и обжигаться. А так вообще cool. Ну что, как вкусно? Очень. Самое важное, он дает энергию, реально прям бодрит так, потому что там содержится матеин, он такой же, как кофеин по составу. Можете пить кофе, но кофе не содержит витаминов, а этот дает бодрость на 2 часа, и вы идете тренироваться. Сделали туда 10, обратно 10. Дальше вращение каждой. Более фокусируем на одну руку и потом фокусируем на другую руку. Дальше нужно делать как бы вот такие выходы рук назад. 10. Очень важно дыхание, да? Дыхание нужно контролировать и делать его на усилие. На самом деле, если вспомнить меня, когда я вообще только начинал, вот этих упражнений я не мог сделать. У меня сразу же болели руки, и у вас будет болеть. И это признак того, что вам нужно это делать каждый день. Настя, скажи привет. Вот у Насти такая разминка, например. Дальше нужно размять шею. Мы расслабляем шею и делаем наклоны и вращения. Стараемся чувствовать, как реагирует наша шея, да? Наша задача ничего там не защемить, а аккуратненько, медленно, плавно дыша, все это делать. Дальше делаем наклоны. Ноги на уровне плеч и стараемся на выдохе не вот так вот тянуть, да, а плавно наоборот. Вот у меня трудно, да, мне бы найти девочку, которая поможет мне йогой заниматься. Чтобы каждый день с ней делать растяжку. Чтобы она мотивировала делать растяжку. Если такие у меня имеются в соцсети, пишите мне в комментарии, в личку, в директ, куда угодно. Будем заниматься йогой. У меня есть коврик. То есть у нас ставится вот здесь и спина. Дальше делаем
вращения. Это чисто база, просто чтобы размять. Я могу где-то ошибаться, но я не профессионал, да, я просто лишь говорю, что я делаю и по своему опыту, как я похудел на 34 килограмма, да. Я хочу здесь рассказать о том, что вообще такое тренировки в моем представлении. Не в представлении там качка, который тягает железо. У меня совсем по-другому. Я никогда не занимался с тренером. Нет такого, чтобы на постоянной основе меня кто-то тренировал. То есть я черпал информацию у людей там и постепенно как бы выработал свою систему, как я тренируюсь, как мне комфортно тренироваться. Скажем, назовем эту систему осознанные тренировки, кинетические. Вы должны чувствовать свое тело. То есть задача повысить вот эту степень ощущения своего тела. Ну что, ребят, приступим к эллипсоиду. Это эллипсоиды. Чтобы вы понимали, я делаю каждый день по 30 минут кардио. Это 500 калорий. Вот это вот делаешь руками, а это делаешь ногами. Вставляем вот так вот ноги. В ногах очень важно не отрывать пятку. Начнем с установок. Некоторые просто приходят, нажимают Quick Start, быстрый старт. Блин, ну это бред. Выставите свои значения. Мои любимые программы это вот. Выбираем Workout. И тут есть как бы сброс веса. Потом вторая программа сброса веса, кардио 1, кардио 2, кардио 3, растяжка 1, растяжка 2. И вот этот контроль сердцебиения. Мои любимые программы это либо вот это вот, сброс веса 3, она как бы постепенно растает 2 раза. Либо кардио. Идем Enter. Время воркаута мы выбираем 30 минут. 30 минут это стабильно. И уровень сложности, да, я выбираю где-то здесь, ну, 10 примерно. Вы можете ставить 5 или там 3 поначалу. И сколько вес тела. Тут показываются калории. Тут показываются калории в час. Потом общее время, расстояние и пульс. Нормально, пропотел немного. Ребят, получилось 495 калорий. Ну, такой достаточно спокойном ритме, в среднем. Можно и быстрее было сделать, и больше калорий сжечь. Ну, это нормально, это хороший результат. Если вы будете делать так же, будет круто. Я вам дам совет, как похудеть с помощью технологий. И по сути я похудел по Apple Watch. Я технологичный чел, да, можно даже сказать, что я отчасти айтишник. И я использую во всем технологии. Часы, технология, чтобы понять, сколько калорий сжигаю. Раньше я прям детально вообще выставлял калории, считал там их, считал продукты, которые я потребляю, там, считаю калории, которые я сжигаю, старался достигать целей. Везде присутствует электронное устройство, которое помогает мне добиться результата. Недавно тренировался, у меня был товарищ и подруга, и она делает быстро-быстро вот так. Я подхожу и говорю, а ты контролируешь свой BPM? Она говорит, нет. Она делает уже много лет кардио и не контролирует свой BPM, она даже не знает об этом. Просто делает. Это неправильно. Так, уставляем наши параметры на часах. Если у вас нет Apple Watch, что вполне возможно быть, постарайтесь купить какой-то простой браслет и там контролировать свой BPM. Что такое BPM? Это пульс. Очень важный параметр. В эллипсоиде, в любой кардионагрузке есть несколько важных параметров. Первое – это пульс. Это beat per minute. Количество ударов в минуту сердца. Дальше – это дыхание. Нужно дышать. Вдыхать носом, выдыхать ртом. И контролируя свое дыхание и контролируя свой пульс, вы балансируете с тем, чтобы не выйти за рамки своих возможностей. Есть формула. Записывайте. 220 минус ваш возраст умноженное на 0,75. У меня получается приблизительно 146-147 ударов в минуту. Бывает, я делаю там 160, но я не делаю 175. То есть логика тренировок заключается в том, что тренировки должны быть осознанными. А осознанность – это статистика, да, и понимание того, что ты делаешь. Для меня пробежка очень важный элемент жизни, потому что когда я бегаю, я разгоняюсь, разгон дает мне энергии, настроение, идет выплеск всех гормонов
радости, я не знаю, адреналин, кортизол, дофамин, серотонин, все это в комбо бамс и дает стимул как бы прожить день энергично, не быть вялым и в таком духе. Очень важный момент в конце. Где-то 3-5 минут нужно делать cool-down, называется. Это когда вы понижаете, то есть, например, у вас был пульс 150, и вы его понижаете до 125, например, и заканчиваете. Если вы резко заканчиваете, это не очень хорошо. Нужно вот делать понижение в конце. Соответственно, у меня сейчас BPM 137. Сейчас понизится немножко. Я буквально 2 минуты сейчас подышу, и он понизится, и я могу спокойно идти. У нас есть 3 главных момента в кардио. Первый – это дыхание. Осознанно дышим. То есть мы контролируем дыханием нашу тренировку. То есть мы вдыхаем носом и выдыхаем ртом. Второе – это BPM. А третье – это музыка. Музыка тоже имеет ритм. BPM, да, частота ударов. Соответственно, я слушаю быструю музыку, которая мне задает ритм. А вообще это drum and bass. Я предпочитаю британский drum and bass, такой liquid drum and bass, intelligent называется drum and bass. Посмотрите, то есть он содержит фанковые мотивы, да, джазовые мотивы и глубокие басы. И вот это меня разгоняет и дает мне ритм. Вот такой вот ритм должен быть, а не такой бум. Бум. Он подходит для кача. Как раз таки для кача подходит рэпчик. Когда делаете кардио или бежите, слушайте быструю музыку. Я составил плейлист, посмотрите, у меня в описании будет. Я считаю, что эта информация изменит вашу жизнь, если вы будете делать все так же, как я говорю. Потому что она изменила мою жизнь. Да? Я просто делюсь своим опытом. Посмотрите вот эти видосики, как я это делаю. Все будет good. И вы скинете то, что нажрали лишнего. И, может быть, изменитесь, если захотите этого сильно-сильно.